Английский – ненормальный язык. Считается, что английский язык занимает господствующее положение в мире благодаря гибкости. Но носители английского и те, кто на нем говорит, знают, что на самом деле он очень странный. В чем выражается эта странность и откуда она взялась? Мы расскажем. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Носители английского знают, что он очень странный. Знают об этом и те люди, для которых он не является родным и которые его учат. Странность, которую мы чаще всего замечаем, связана с правописанием, и это на самом деле настоящий кошмар. В нормальных языках правописание, по крайней мере, претендует на наличие основного соответствия с тем, как люди произносят слова. Однако английский язык ненормальный. Правописание связано, естественно, с написанием слов и предложений, тогда как сам язык относится к речи. Речь возникла задолго до письма, мы говорим значительно больше, и около пары сотен из тысячи существующих в мире языков почти или совершенно не имеют письменности. Но даже в разговорной речи английский язык представляется странным. Его странности легко можно не заметить, поскольку англоязычные жители Соединенных Штатов и Британии не особенно стремятся изучать другие языки. Однако наша моноязыковая тенденция делает нас похожими на вошедшую в поговорку рыбу, которая не знает, что значит мокрый. Наш язык воспринимается как нормальный только до того момента, пока человек не получает представления о том, что такое на самом деле нормальный язык. Нет, например, другого такого языка, который был бы достаточно близок к английскому в том смысле, что в половине того, что говорят люди, можно было бы разобраться, вообще не занимаясь им, а все остальное можно было бы усвоить, приложив лишь незначительные усилия. То же самое можно сказать о немецком и о голландском, также об испанском и португальском, а еще о тайском и о лаосском. Мы считаем неудобством, что во многих европейских языках существительным без каких бы то ни было причин приписывается род, и при этом у французов луна получается женского рода, а лодка – мужского и тому подобное. Но на самом деле это мы сами странные, почти все европейские языки принадлежат к одной семье – индоевропейской, и только в одном из них, в английском, не существует подобной категории рода. Хотите еще примеры странности? Пожалуйста. На Земле есть только один язык, в котором в настоящее время требует специального окончания только в третьем лице единственного числа. Но почему так происходит? Глаголы в настоящем времени в нормальных языках либо не имеют вообще окончаний, либо имеют кучу различных окончаний. И назовите другой язык, где вы должны вставить слово «do» для отрицания или чтобы задать вопрос. Находите это сложным? Вероятно, так оно есть, если только вы родом не из Уэльса, не из Ирландии и не с севера Франции. Почему английский язык столь странный? И вообще, что это за язык, на котором говорят англичане, и почему он стал именно таким? Английский язык, по сути, начинался как один из германских. Древнеанглийский язык так не похож на современную версию, что требуется значительное усилие, чтобы считать его тем же самым языком. Первая вещь, которая удалила нас от того первоначального языка, состояла в следующем: когда англы, саксы и юты, а также фризы, принесли свой язык в Англию, на острове уже обитали другие люди, говорившие на других языках. Это были кельтские языки, которые сегодня представлены валлийским, ирландским языками, а на другой стороне Ла-Манша, во Франции, еще и бретонским. Кельты были порабощены, но выжили, и поскольку всего было около 250 тысяч германских завоевателей, сравнимо с населением скромного города, то очень быстро получилось так, что большинство людей, говоривших на древнеанглийском, стали составлять кельты. Решающее значение имел тот факт, что их язык сильно отличался от английского. Так, например, глагол стоял у них на первом месте. А еще у кельтов были странные конструкции с глаголом do, они использовали его для того, чтобы сформулировать вопрос, сделать предложение отрицательным, и даже для того, чтобы создать своего рода добавление к глаголу. Сейчас это выглядит знакомым, поскольку кельты стали делать это и в их собственной версии английского языка. Однако до этого подобное предложение показалось бы странным для англоговорящего человека, как и сегодня это покажется странным в любом языке, за исключением английского. Обратите внимание, что само обсуждение этого необычного использования глагола do заставляет нас обнаружить в себе нечто странное, как будто тебе сообщили, что у тебя во рту постоянно находится язык. На сегодняшний день не установлено существование других языков на Земле, кроме кельтского и английского, в которых использовался бы глагол do таким же образом. Поэтому странность английского языка началась с трансформации во рту людей,
в большей степени привыкших к совершенно другим языкам. Затем произошло еще одно событие, повлиявшее на английский язык. На острове, переправившись с континента, в большом количестве появились носители германских языков, которые имели весьма серьезное намерение. Этот процесс начался в IX веке, и на этот раз завоеватели говорили на еще одном ответвлении германского языка, на древнескандинавском. Однако они не навязывали свой язык. Вместо этого они женились на местных женщинах и переходили на использование английского языка. Однако это были уже взрослые люди, а взрослые, как правило, не так легко усваивают новый язык, особенно если речь идет об обществе, где используется устный язык. Тогда не было школ и не было средств массовой информации. Изучение языка тогда означало внимательно слушать и прикладывать большие усилия для понимания. Мы можем только представить себе, как бы мы сами говорили по-немецки, если бы приходилось именно так бы его учить, встречаясь с ним не в записанном виде, не просто работая над произношением, а в большей мере на своей тарелке. Пока завоеватели могли сообщить, что хотели, это было нормально. Но это можно сделать, используя весьма приблизительную версию языка. Поэтому скандинавы делали как раз то, что и было ожидаемо. Они говорили на плохом древнеанглийском. И их дети слышали столь же плохой, сколь и реальный древнеанглийский язык. Жизнь продолжалась, и вскоре их плохой древнеанглийский стал реальным английским. И вот что мы сегодня имеем: скандинавы упростили английский язык. Здесь я должен сделать одно уточнение. В лингвистических кругах рискованно говорить о том, что какой-то язык проще, чем другой, поскольку нет единой системы измерения, с помощью которой можно было бы составить объективный рейтинг. Но даже если и нет светлой полосы между днем и ночью, мы бы не стали говорить о том, что не существует различия между жизнью в 10 часами утра и жизнью в 22 часа вечера. То же самое можно сказать про языки. В некоторых из них звучит больше колокольчиков и свистков, чем в других. Если бы кому-то сказали, что ему дается год на изучение либо русского, либо древнееврейского языка, а затем ему бы стали вырывать ноготь за каждую сделанную ошибку в ходе трехминутного теста на проверку знаний, то только мазохист выбрал бы русский язык, разве что к этому времени он уже владел бы каким-нибудь родственным ему языком. В этом смысле английский проще, чем другие германские языки. И все из-за викингов. В древнеанглийском языке присутствовали безумные категории рода, которые мы ожидаем встретить в хорошем европейском языке, однако скандинавы особого внимания на них не обращали, и поэтому теперь их нет. Отметьте эту странность английского. Кроме того, викинги усвоили только одну часть когда-то прекрасной системы спряжения. Поэтому в третьем лице единственного числа и появляется одинокое окончание «с», и теперь оно застряло там, будто мертвое насекомое на ветровом стекле автомобиля. Здесь, как и в других местах, викинги пригладили сложный материал. Они также последовали примеру кельтов и изменили язык тем способом, который представлялся им наиболее естественным. Хорошо известно, что они добавили тысячи новых слов в английский язык, в том числе те, которые кажутся исключительно английскими. Однако это было только началом. Эти ребята оставили свой отпечаток и на английской грамматике. В английском языке предложения с обособленными предлогами вполне естественны и понятны и никому вреда не причиняют. Однако и в данном случае возникает вопрос о сырости и рыбе. В нормальных языках предлоги не обособляются и не болтаются в конце предложения, а в английском болтаются. Время от времени какой-нибудь язык позволяет делать нечто подобное. В одном случае речь идет о языке аборигенов в Мексике, а в другом случае о языке в Либерии. Других нет. В целом, подобные вещи воспринимаются как странность. Но известно ли вам, что такие же вещи допускались в древнескандинавском языке и сохранились в современном датском? Но и это еще не все. В английский язык, как из пожарного шланга, влились потоки слов из некоторых других языков. После скандинавов пришли французы. Норманы, потомки тех же самых викингов, как оказалось, завоевали Англию, правили ей в течение нескольких столетий, и в это время английский язык пополнился еще 10 тысячами новых слов. Затем, начиная с XVI века, образованные англоговорящие люди стали культивировать английский как средство для утонченного писательского ремесла, и поэтому стало модным заимствовать слова из латыни, чтобы придать языку более возвышенный характер. Подумайте о том, как французские педанты сегодня морщат носы, сталкиваясь с потоком проникающих в их язык английских слов. А еще были даже такие литераторы, которые предлагали заменить родными английскими словами высокопарные латинские заимствования. И сложно не сожалеть по поводу утраты некоторых из них. Однако язык склонен не делать то, что мы от него хотим. Жребий уже был брошен, английский язык получил тысячи новых слов, которые стали конкурировать с английскими словами для обозначения одних и тех же вещей. Тем не менее, латинское вторжение действительно стало причиной появления определенных особенностей в английском языке.
Так, например, именно в тот момент возникло представление, будто большие слова являются более изощренными. В большинстве языков мира более длинные слова не считаются более высокими или каким-то особенными. А вот в английском стало так. И если формальные концепции настаивали бы на использовании еще более длинных слов, то в таком случае от человека, говорящего на суахили, потребовались бы сверхчеловеческие способности контроля над своим дыханием. А английское представление о том, что большие слова более значимы, объясняется тем фактом, что французские, особенно латинские слова, как правило, длиннее, чем слова в древнеанглийском. Многочисленные случаи притока иностранных слов также частично объясняют тот факт, что английские слова имеют столько различных источников, иногда сразу несколько в пределах одного предложения. Сама идея относительно того, что этимология шведский стол полиглота, а каждое слово имеет захватывающую историю миграции и обменов, представляется вполне обычной. Однако корни значительного большинства слов намного более туманные. Типичное слово может быть, скажем, ранней версией того же слова, вот так-то. Изучение этимологии не очень интересно, например, для тех, кто говорит на арабском языке. И, наконец, из-за этого потока заимствованных слов, люди были вынуждены сталкиваться с двумя различными способами постановки ударения. Такие вещи обычно не замечаешь, но это одна из причин, почему этот простой язык на самом деле вовсе не прост. Таким образом, история английского языка с того момента, когда он оказался на берегах Британии 1600 лет назад, и до сегодняшнего дня показывает, как язык становится приятно странным. С ним произошло значительно больше событий, чем с каким-нибудь родственным ему языком или с любым другим языком на Земле. Английский – действительно странный язык. Достаточно посмотреть на его правописание. В своей весьма популярной книге «Глобиш» ее автор Макрам прославляет английский как уникально живой язык, как весьма стойкий язык, подавить который не удалось нормандским завоевателям. Он также считает английский язык замечательно гибким и способным к приспособлению и находится под впечатлением его дворняжного, гибридного словарного состава. Макрам просто следует давней традиции блистательных и мощных восхвалений, что напоминает русскую идею о великом и могучем русском языке, как его назвал в XIX веке писатель Иван Тургенев. Однако мы не склонны решать, какие языки могучие, а какие нет. Особенно если принять во внимание, что некоторые туманные языки, на которых говорит небольшое количество людей, могут быть величественно сложными. Обычная мысль, будто английский занимает господствующее положение в мире благодаря гибкости, предполагает следующее: существовали языки, которые не смогли выйти за пределы своего племени, потому что были загадочным образом негибкими. Что на самом деле отличает английский от других языков, так это существенная необычность в структурном плане. И он приобрел эту необычность в результате необходимости выносить удары пращи и стрел судьбы жестокой, а также испытывать на себе ее капризы. Мы надеемся, это видео было полезным и интересным. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ну а мы не прощаемся. Пока-пока.